Мы приступаем к написанию контражурных облаков. И если мы вспомним цветовой круг и что является у нас противоположно желто-оранжевому, это сине-фиолетовые цвета, то исходя из этого у нас будет очень интересный следующий момент в написании. Частично это описано в книге Итона, то есть серый квадрат, окруженный желтым, будет всегда смотреться намного холоднее. То есть если мы для эксперимента возьмем и положим сюда цвет, который мы чисто теоретически для себя здесь видим, да, холодный сине-зеленый, он будет смотреться просто дико. То есть он вывалится из этого неба, перестанет быть воздушный. То есть даже черный цвет в разбеле, положенный сюда в этот кусок, смотрится слишком холодный. И для того, чтобы нам скомпенсировать вот этот противоположный различие этого цвета, я начинаю мешать холодно-коричневые цвета с охрами, иногда даже подмешивая в них оттенок умбры жженой. То есть на палитре этот цвет всегда выглядит совершенно чудовищно неестественным, да, то есть кажется, что облака никогда не смогут стать холодным за счет вот этих цветов. Но если мы поймем, что в противоположность желтому любой цвет захолоднится, а работая с фотографией, мы прекрасно должны осознавать, что фотография, она меняет оттенки холодного, она не видит разницы в холодном, то подмешивая именно холодный цвет, коричневый, разбеливая это коричневый, мы получим именно нужный нам основной оттенок цвета для облаков контражурный. Да, в него можно немножечко добавлять и черный, и синий, если нам кажется какого-то вот не до холодненности этого куска. Но основной цвет у нас идет за счет холодного коричневого оттенка, который нам как раз и дает вот этот сложный натурный оттенок цвета уходящих контражурных облаков. Это большой парадокс, но он прекрасно описан в книжке Крымова, когда он копировал одного из старых мастеров, да, то есть он пытался попасть в его оттенок неба, который светилось и казалось ему очень холодным. И он не понимал, почему он не попадает в этот оттенок. Вот, и он совершил некое должностное художническое преступление, он подошел, и то ли он мазнул, я уже тоже не помню, то ли он мазнул на работу, то ли он просто поставил мазочек на руке и поднес, и он увидел, что оттенки неба соответственно, у художника, с которого он копировал, написаны густо коричневым цветом, а смотрелись они практически голубым. То есть в противоположность нашему теплому небу оттенки холодно-коричневые начинают как раз выглядеть наиболее естественным, то есть не вырываясь к нам из среды неба, а уходя наоборот туда вглубь. И для того, чтобы нам уже хоть как-то завершить этот примерно кусочек, дальше я просто возьму и продолжу прописывать нижние части неба. Видите, красочки периодически заканчиваются, поэтому их всегда надо иметь в достатке, поддавливать. Белил — это вообще расходник у нас по работам, по любым, то есть, и соответственно, делая прорывы в небе сначала чуть-чуть темней, то есть чтобы они стали естественными, мы их делаем чуть-чуть темней, а потом в серединке мы прорвем наше небо до полной степени, то есть делая подкладку более светлым, более темным тоном, а потом прорывая туда более светлые оттенки этого неба. И оно все равно продолжает смотреться синим, но этот синий намного другого качества, чем если бы мы взяли это синими оттенками. Обязательно по касанию облака нужно немножко вписать, то есть сделать их немножко помягче, более естественно
вписанные в небо, добавим небольшие какие-то легкие облачка, то есть разбить себе немножечко небо летящими какими-то тоненькими облачками. И будем спускаться вниз, делая разбор уже поверхности травы более сложным и подчиненным самому светлому куску в нашей работе — это небо. Иногда используют для смягчения палец, да, то есть иногда как бы он вбирает в себя лишнюю поверхность краски. Почему художники используют палец? Потому что любые кисти не работают как подушечка пальца. Подушечка пальца, она вбирает в себя ровно столько, сколько нужно. Она фактурная получается. Вот уже два отношения у нас выстроены. Отношения в работе, взятые подкладочным тоном, подмалевочным тоном, у нас выстроены, и, соответственно, небо у нас тоже выстроено. Я иду всегда от заднего плана к ближнему, то есть у меня механика ведения всегда практически одна и та же. Я всегда пойду от заднего плана к ближнему. Меняю кисть, обязательно надо менять кисти, потому что не должно выходить паразитного оттенка из неба в землю, то есть не должно получаться того, что краски неба должны примешаться к краске земли, обязательно они должны быть различны. И начинаю раскладывать горизонтальными, вот это очень важный момент, что горизонтальными поверхностями я начинаю писать дальнюю траву, то есть я буду писать ее именно плоскостями, лежащими в горизонт. Тоже у пейзажистов прошлого вы можете посмотреть эту механику, то есть трава на дальнем плане сливается в массы, она сливается в кочки или детали рельефа, и, соответственно, ее какой-то конкретики вы не видите. Вы видите только большие поверхности, большие такие вот рельефные зоны травы, которые там существуют. Опять же, подмешиваю к коричневому зеленый, но уже с фактурной краской, и используем более мягкие кисти. Я писал щетинными кистями в школе, когда они были действительно такими более пластичными, более мягкими. Сейчас я предпочитаю писать синтетикой, ну и изредка я как бы использую колонок. Вот, то есть кисти мягкие, они должны класть слой поверх предыдущего слоя, то есть они не должны его смешивать, сдирать этот слой, не должны накладывать этот слой. Поэтому я предпочту мягкую кисть себе в работе. Подходим к траве более ближнего плана. Мазок потихонечку меняется на вертикальный, и мы видим все больше теней. Чем дальше уходят ваши массы травы, тем меньше вы видите контрастов и теней, тем больше сливается все в единую массу. Да, то есть такой закон мутной среды, так называемый, который сжирает вот эти оттенки, которые, уходя в дальний план, становится менее контрастным. То есть я добавляю холодные оттенки теней, поворачивая уже кисть вертикально. То есть я двигаюсь с заднего плана, дойдя до плана наших деревьев, я пропишу сейчас полоску дальнего леса, деревья, и самое основное в этой работе буду заниматься первым планом и детализацией дорожки, которая у меня, ради которой, можно сказать, и будет сделан этот этюд. Что делать первичный, дальний план или первый план? Ну, тут по желанию я, наверное, сделаю все-таки сначала дальний план, прослежу его. Вот, видите, у меня расходник в том числе и синий, то есть синий, оранжевый, белый, охра. То, что у меня идет в расход всегда в большом количестве, потому что цвета вот этого внутреннего цветового круга, 6 цветов, у меня практически всегда идут
в большем расходе. То, о чем я говорил изначально, что цвета дополнительные я получаю из первичных цветов. То есть где-то там узкую полоску леса пытаюсь сейчас разнообразить по силуэту. Можно ли туда добавлять какие-то оттенки? Ну, скорее даже не можно, а нужно. Но вот эту общую холодность я выдерживаю. Ближе уже к тому, когда я пропишу первый план, я немножко смягчу по касанию этот лес. А сейчас начинаю выходить в писание дерева первого плана. Есть такой термин «деревом на небом, небом на дерево». Эту фразу говорил Юрий Петрович Кугач, да, я постоянно им этой методикой пользуюсь. То есть первое, что я сделаю, я зайду себе силуэтом неба, силуэтом, в силуэт дерева. Но надо помнить, что любые прогалы в деревьях, как и, допустим, проем в кувшине, в ручке внутри, как и при фигуре человека, когда он упирает руку в бокс себе. То есть все проемы пишутся чуть-чуть темнее. Почему? Потому что зона светлая, окруженная зоной темной, визуально человеком всегда будет восприниматься намного светлее. Поэтому все внутренние проемчики я делаю чуть-чуть темнее. То есть ориентируясь краем глаза, смотря на вот это вот небо, да, то есть не стесняйтесь того, что они будут даже слишком затемнены, это всегда можно высветлить. То есть в масляной живописи всегда проще высветлить, чем затемнить. То есть холодное на теплое всегда хорошо ложится, как и ложится всегда светлое на темное. Хуже ложится теплое на холодное и темное на светлое. И теперь я начинаю выбираться в обратную сторону, да, это в сторону неба я действую уже деревом. То есть вот он, дерево на небо, небом на дерево, то есть я начинаю выдвигаться в сторону неба, формирую уже красивую крону этих деревьев. И еще не один раз этот заход будет он сделан и туда, и сюда, да, то есть вот получается уже какой-то силуэт дерева, он начинает существовать с проемами неба внутри. Не забываем о локальном тоне, и правильно проложенная подкладка нам дает возможность не замучивать поверхность, то есть очень много тонов остается нетронутыми от подмалевочного тона, что нам в принципе очень и выгодно. На теневые части, как и на траву, тоже в первом плане и в заднем попадает рефлекс от неба сверху, и поэтому верхушечки деревьев мы где-то можем усилить по их холодному тону, не меняя, конечно, общего настроя дерева, но верхушки мы можем поусиливать. И спускаемся вниз, то есть проходимся по дереву, по его силуэту и приступим уже к написанию дороги. Этюды надо писать максимально быстро, и, как говорил Чистяков, этюд надо писать с натуры, а картину не дай бог. То есть этюды решаются именно на натуре для того, чтобы собирать визуальную, тонально-цветовую информацию, а потом уже на большом холсте в режиме мастерской вы можете ее уже себе реализовывать какие-то большие картины. Тут есть один интересный момент. Было произнесено, что вот тут, когда писалось, появляется фактурный мазок. Что это было? Значит, что краска стала толще? Да, краска становится толще. То есть для того, что каждый красочный слой, он помимо того, что он обозначает некий тон или цвет, он уже начинает работать как блестящая поверхность. То есть масляные
живопись, ее выгодно отличает от остальных наших техник, то, что в ней есть фактура, то, что очень многие начинающие лишают масла фактуры, а играя фактуры ее слоем, ее толщиной, мы можем или приблизить, или отдалить наши какие-то предметы. То есть, если в небе я почти не употребляю фактуры, то чем ближе мы будем двигаться к нашей поверхности, к нижней, к ближнему краю работы, тем насыщеннее, тем гуще будет становиться масляный слой, чтобы приблизить ее визуально за счет блеска масляной краски и физического восприятия как барельеф. И второй вопрос. Была произнесена фраза, что по темному и по светлому, то есть если сделать светлый мазок, потом тяжело нанести темный. Да, так и есть. Это почему происходит? Почему вот, например, ну, допустим, поставил я более светлую краску, пытаюсь утемнить, и не получается. Это из-за того, что белила будут съедать или что? И съедают белила, и как бы когда мы кладем светлый мазок, он изначально, если мы давим на кисть, он чуть-чуть соединяется, делая мазок немножечко более темнее. Потом мы надавливаем на кисть, отдаем больше работе светлого, и эта серединка мазка становится наиболее тональной и красочно насыщенной. И также потом, отпуская, мы выводим ее в поверхность. То есть правильнее вначале темнить, Да, а потом высветлять. так и есть. То есть это надо запомнить для масляной Да. живописи 100%. Вначале Да. темним, потом И высветляем. об этом говорил Савицкий, что не надо изначально выкладывать и тонально весь диапазон, и цветовой весь диапазон на поверхность нашей работы. Надо немножечко не додерживать, не потом, чтобы не уйти в пересветление и не уйти в переярчение, потому что мы должны на холсте показать ровно то пространство, которое вы видите, чтобы портрет не вываливался из рамы, оказался за ней, чтобы в пейзаже появилось некое пространство. И глазом мы видим всегда цветной и тонально погашенный. И частая ошибка — это то, что переконтрастивают и переярчают работы, они начинают вываливаться из холста. Их надо лучше немножечко всегда держать чуть-чуть в глубине. Отлично.